Всем привет, ребят! С вами Алексей24. У нас первый взгляд на бесплатную раздачу с Epic Games. С 17 по 24 февраля можно абсолютно бесплатно забрать игру Brothers: A Tale of Two Sons. В данном видео я кратко расскажу про данную бесплатную раздачу и, конечно же, дам свою личную оценку этой раздачи. Но имея в виду, в данном обзоре я лишь высказываю свою точку зрения, а решать только тебе. Не буду затягивать, погнали! Управляйте двумя братьями в сказочном приключении от мечтательного шведского режиссера Джозефа Фарреса и первоклассного разработчика Starburst Studios. Это приключение вы не забудете никогда. Brothers: A Tale of Two Sons. Безусловно, уникальная игра. Больше всего она напоминает глубокое озеро, в которое ты погружаешься постепенно. Минута за минутой ты все больше проникаешься атмосферой, тонко пойманными характерами главными и второстепенных героев. Начинаешь получать удовольствие просто от наблюдения за ними, а затем начинаешь сопереживать, чувствовать все их эмоции и, наконец, полностью погружаешься в пучину страстей. С замиранием сердца ждешь очередного сюжетного витка. Но давайте обо всем, ребята, по порядку. В этой оригинальной и неформатной игре нам предстоит играть сразу за двух братьев. Один из них помладше, другой постарше. Несколько лет назад их мать утонула в море, и теперь младшему брату очень часто ее не хватает. И поэтому много времени он проводит перед ее могилой. Старший же помогает отцу, и несмотря на не очень большую разницу в возрасте, уже давно он превратился в ответственного, занятого мужчину, у которого просто не хватает времени думать о многих вещах. Тем не менее, они с братом любят друг друга особенной любовью. Но нет, ребята, не той любовью, о которой вы подумали, а именно той, которую с первого взгляда можно и не заметить. Но она выражается, скорее всего, в действиях и заботе, а не в словах. Игра начинается с того, что отец братьев серьезно заболевает, и они вдвоем везут его к местному врачу, который говорит, что недуг отца очень серьезен, и излечить его можно лишь добыв воду из дерева жизни. Братья, не раздумывая, отправляются в долгий и опасный путь, в процессе которого перед ними предстанет множество испытаний и интересных встреч. Многие сюжетные загадки связаны именно взаимодействием внутриигровыми персонажами. Однако тут стоит отметить, что каждый брат общается с людьми по-своему, исходя из его характера и возраста. И именно глядя на это, постепенно начинаешь понимать, как же тонко разработчики почувствовали главных героев, наделив их душой и яркой индивидуальностью. Уже через полчаса игры они становятся не просто очередными персонажами игр, а в чем-то намного большем. И чувство это по мере прохождения игры постоянно усиливается. Само путешествие проходит по очень живописным местам. А главным героям не раз придется помочь другим для того, чтобы получить взаимную помощь или же подсказку. По дороге мы столкнемся со многими человеческими качествами: добротой, самопереживанием, благодарностью, обманом и предательством. С каждой новой проблемой нам будет разобраться все сложнее и сложнее. Если же немного отвлечься от сюжета, который здесь является основным связующим звеном и просто обволакивает вас, а вы, ребята, знаете, я обожаю сюжетные игры, то еще одним интересным моментом может стать игровая механика.
Одновременно вы будете управлять сразу двумя братьями, притом в случае с ПК-версией, которую нам раздают, вы не сможете сами настроить клавиши. Вам придется привыкать к тому, что придумали разработчики. И скажу сразу, управление неудобное. К нему реально придется, привыкать. С геймпадом играть в нее гораздо легче, однако эта игра не из тех, где вас должны спасать реакция и быстрота действия, поэтому корявость управления не настолько критична. Отдельно стоит отметить потрясающий визуальный стиль игры и заслуги дизайнеров. Назвать мир Brothers технологичным язык не повернется, но вот завораживающих и красивых пейзажей здесь предостаточно. Каждая новая локация кардинальным образом отличается от предыдущей. И, конечно же, такой проект не мог обойтись без великолепного музыкального сопровождения, но об этом чуть-чуть далее. Ну вообще, ребята, трейлер игры меня очень заинтересовал. Я, в принципе, люблю красивые локации, простые такие, несложные квесты, бродилки. Начало игры, конечно, грустное. Ну, сами знаете, мама утонула, там папа болеет, лекарства, там очень нудно искать двум братьям. Ну, в принципе, бывает. Пошли искать, есть выход. И понеслось. Бродим, ищем, выкручиваемся. Локации очень красивые. Задачки, они, честно говоря, несложные. Наслаждаемся красивой картинкой. Игра часто переходит в мультфильм с погружением в сюжет и драму. Ну а вообще к достоинствам я бы приписал, ребята, гармоничное сочетание одиночного прохождения. Ну, в принципе, и кооперативного, если мы играем на консоли. Но данный обзор посвящен ПК-версии. Поэтому, наверное, гармоничное сочетание прохождения я уберу на второй план. А вот красивые локации и, конечно же, сочная графика, необычный сеттинг я отмечу. К недостаткам можно, ребята, отнести излишнюю казусность, очень маленькую продолжительность, как я говорил выше, около 3 часов, и присутствуют, к сожалению, небольшие проблемы с физикой. Что касается геймплея, ребята, каждый брат управляется отдельно. Задействованы только 4 клавиши передвижения и 1 кнопка действия, то есть всего 10 кнопок. Было бы удобнее управлять при помощи геймпада, но можно обойтись и клавиатурой. Я отметил сочную графику у данной игры, а также я бы добавил, ребята, красивые и удобные ракурсы, которые создают впечатление мультфильма. Рассказывать об этом, я думаю, смысла нет, просто посмотрите на это видео. Также в игре очень сильно хотелось бы мне отметить звук и музыку. Музыка задает настроение с самого начала, она не отвлекает, но при этом передает происходящее на экране события. Иногда она тревожная, временами расслабляющая. Во время игры мы слышим в основном музыку, так как озвучки таковой в игре нету. Персонажи, как я уже и говорил, они разговаривают на выдуманном и простом языке. При этом понятно, о чем идет речь. Люди, ответственные за звуковое и музыкальное сопровождение, отлично справились со своей задачей. Если ты ищешь простую игру, которая поможет сократить вечер, или тебе нечем занять ребенка, то данная игра станет отличным выбором. Понятная, без слов сказка о дружбе, геройстве и доброте. Законченная история с не совсем счастливым концом. Понравится она ли вам или нет? Уверен, что понравится. Как любая красивая сказка, Brothers коротка. Она, я уже как говорил выше, занимает у вас не более 3-4 часов, но впечатление ставит вагон и маленькую тележку. По глубине своих смыслов она вряд ли сравнится с Journey, но эмоции вызывает примерно те же. Сначала грусть, потом веселье, потом тяжелый страх
пьянящая свобода, снова веселье, грусть и так далее. Одно чувство сменяет другое, не успевая надоесть и затухнуть. Поэтому я, конечно, тебе, приятель, рекомендую игру эту приходить за один присест. Хотя вряд ли вы сможете прерваться по собственной воле. Brothers: A Tale of Two Sons держит очень крепко. Увлекательнейшее приключение. Игра способна подарить массу эмоций. Конечно, самое прекрасное в этой игре ее история. Успеваешь испытать и радость, и грусть. Очень трогательная история двух братьев. Необычный геймплей с занятными головоломками, которые всегда разнообразны. Различные локации с потрясными видами. Очень быстро проникаешься игрой. И удивительно, как некоторые команды умеют рассказать истории, не используя слов, которые гораздо интереснее, чем во многих проектах. Вы еще не успели ознакомиться с данной игрой, то обязательно получите эту раздачу на Эпике и пройдите ее. Подобных штучных вещей в настоящем приключениям, да еще и на халяву, вы не найдете. Вот такой вот был обзор бесплатной раздачи с Epic Games. На моем канале я стараюсь каждую неделю делать обзор на бесплатные раздачи. Еще на моем канале выходят различные прохождения игр, поэтому заходи, приятель, будет интересно. Ссылки на плейлист и весь контент будут в описании под видео. Подписывайся на канал, ставь лайк, и мы увидимся с тобой уже в следующем видео. Всем пока!